Всем привет! Вот и настал тот момент, когда я решил сделать обзор на объектив Nikon 85 мм f1.8G. Это одно из моих самых любимых стекол. Я считаю, что это один из лучших объективов Nikon по соотношению цены-качества. Сегодня я вам расскажу, почему я так считаю, расскажу о его плюсах и, возможно, каких-то минусах. Поехали! Итак, Nikon 85 мм f1.8G. Прежде всего хочу отметить, что это, безусловно, портретный объектив. То есть объектив, который чаще всего используется для фотосъемки портрета. Что касается его особенностей, то, во-первых, стоит отметить, что это AFS объектив. Это значит, что он будет работать на всех фотокамерах Nikon и даже на тех, на которых нет отвертки. Следующий момент, который хотелось бы отметить, его светосила. Она достаточно большая, f1.8. В совокупности с 85 миллиметрами фокусного расстояния это дает нам возможность фотографировать действительно интересные портреты с точки зрения размытия заднего плана и боке соответственно. Вы посмотрите на это, настоящий 1.8, 85 миллиметров. Красота! Конечно, это не 1/4, не какой-то топовый фикс 85 миллиметров, но все равно это достаточно качественное и не самое дешевое по сегодняшним меркам стекло. Когда-то, безусловно, стоило даже меньше 20 тысяч в состоянии нового, и тогда это было одно из лучших, пожалуй, предложений на рынке, если вам понадобился вдруг фикс для фотографирования портретов. Сейчас цена уже стала менее привлекательной, тем не менее на рынке вторичном вы можете купить с Tiny Boo этот объектив по, в принципе, разумной цене. Что касается особенностей конструкции, объектив очень качественно сделан, несмотря на то, что он как бы пластиковый, и точнее сделан из поликарбоната, но все равно этот пластик очень приятный на ощупь, кольцо такое, какое по сути и должно быть на 85 миллиметровом объективе. Им приятно пользоваться. Как вы видите, у нас переключатель между ручной и автоматической фокусировкой. Автоматическая фокусировка здесь МА. Это значит, что после того, как объектив автоматически сфокусировался, вы можете немного изменить фокусировку с помощью кольца, даже не переключаясь в механический режим, в режим мануальной съемки. Конечно, на этом объективе нет золотого кольца, которое свойственно всем топовым стеклам Nikon. Все-таки это не топовое стекло, можно сказать, начальный 85 мм. Естественно, есть версия более старая, 85 мм 1.8D, она называется AF, в которой нет встроенного мотора и которая будет работать только на тушках со встроенной отверткой. Но то стекло достаточно старое, по картинке оно, безусловно, уступает этому. Ну и в целом, конечно, этот объектив гораздо более современный и разрешает большие матрицы, и все-таки предназначен именно для больших матриц. По крайней мере, матрицу D610 он неплохо переваривает. Зато надписи у нас на этом объективе очень даже золотые и красивые. Они, правда, со временем стираются, если вы очень долго пользовались объективом. У меня-то оптика меняется, я часто использую различные объективы, меняю их, пробую что-то новое, поэтому у меня они, в принципе, не стираются. Но если посмотреть у людей, которые им пользуются гораздо более усиленно, тем более для коммерческой съемки, то можно заметить, что вот эти надписи начинают облезать. Что касается бленда, то она вот такого типа у нас. Очень, знаете ли, качественная бленда, очень хорошо сидит. За годы с ней ничего не случилось, она не разболталась, ничего. Мне она, в принципе, нравится. Объектив с ней, конечно, выглядит более солидным. Что касается байонетного крепления, то, естественно, у объектива такого класса оно металлическое. Из других особенностей можно отметить, что здесь крепятся светофильтры диаметром 67 мм. Это удобный диаметр светофильтров, они встречаются часто, и они не такие дорогие, как, например, 72-77 мм. Здесь у нас 7-лепестковая диафрагма, насколько я понимаю, она скругленная, так что никаких таких прям уж гаек в боке, как у старых объективов AF, у нас здесь не возникает. Картинка действительно приятная. Конечно, этот объектив подходит не только для фотографирования портретов, но и для съемки каких-то удаленных объектов. То есть его можно использовать как телеобъектив. Но, естественно, 85 мм фиксированное фокусное расстояние – это не самый удобный телевик с точки зрения именно
такой вот ландшафтной какой-то пейзажной фотографии. 70-200 в этом плане гораздо более удобен. Вот этот чувачок сейчас нам будет помогать показывать вам, какое у нас здесь красивое, симпатичное боке и какая у нас резкость на открытой диафрагме. Объектив не имеет никакого стабилизатора изображения. Когда этот объектив вышел, 85 мм объективы со стабилизатором встречались крайне редко. Это сейчас уже начинают выходить Tamron 85 мм 1.8 с стабилизатором, Canon на подходе 1.4 тоже со стабилизатором. Здесь стабилизатора нет. В принципе, для портретной съемки ничего в этом страшного нет. Страшного начинается, когда вы пытаетесь уже фотографировать на какие-то многопиксельные камеры, такие как Nikon D800, D810, D850, которая скоро должна появиться. Вот если вы фотографируете на них, то, конечно, стабилизатор более важен, потому что там приходится делать, короче, выдержку, если у вас нет стабилизатора. Если вы фотографируете на камеру 20-24 мегапикселя, то, в принципе, это не так критично. Минимальная дистанция фокусировки у данного стекла 85 сантиметров. Конечно, иногда хотелось бы, чтобы дистанция была поменьше, но, знаете, это классическая, по сути, дистанция для подобных стекол. У большинства она именно такая. Так что это не хорошо, не плохо. Это просто факт для подобных стекол. Очень нравится резкость этого объектива даже на открытой диафрагме. Ну, естественно, если мы начинаем прикрывать диафрагму, то все становится только лучше. Ну, конечно, делать этого не особо хочется. Все-таки есть большое желание получить как можно более размытый задний план, а для этого нужна максимально открытая диафрагма. А сейчас я выступлю немножко в качестве модели. И после того, как вы налюбуетесь моими фотографиями, вы еще сможете в конце данного обзора посмотреть фотографии более каких-то симпатичных личностей, возможно, каких-то девчонок с фотофорума или собачек с фотовыставки. Ну, в общем, это будет что-то более приятное, чем я. Ну, а пока вам придется немного пострадать, ну, можете заодно просматривать резкость этого объектива, как он рисует. Приятного просмотра! Пока мы делали тут кое-какие кадры, уже достаточно серьезно стемнело. Тем не менее, я хочу сделать кое-какие выводы. Этот объектив, на мой взгляд, один из лучших у компании Nikon с точки зрения соотношения цены-качества. Пусть я сегодня не рассказал уж слишком вам подробно о нем, это было скорее мое впечатление о данном стекле, а не полноценный обзор. Тем не менее, должен сказать, что я очень, можно сказать, люблю это стекло. Я с ним уже 4 года. И не представляю свою жизнь без него. На самом деле я его уже продаю к чертовой матери. Все, хватит, Nikon, до свидания, все, я ухожу. А может и не ухожу. Это будет известно чуть-чуть позже, когда я уже выберу себе новую камеру. Об этом я, в принципе, рассказывал в видео про Nikon D610. А сегодня на этом все. Это прекрасный объектив, очень резкий, с красивой картинкой в боке. И если вы ищете себе портретное стекло на Nikon, то я рекомендую к нему очень внимательно присмотреться. А сегодня на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы следить за обновлениями нашего канала. Всем спасибо за внимание. Делайте правильный выбор. Всем пока.